Рада всех приветствовать на своем канале. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, приглашаю. Благодарю всех вас за ваши просмотры, лайки, комментарии и подписку. В этот раз для вас я подготовила интересный тест, в котором вы найдете для себя советы. На пути к переменам в жизни нам бывает сложно сохранить мотивацию, вдохновение, а это является главным фактором того, что способно преобразить нас и вернуть к самому себе. Многим из нас уже известно, что вдохновение начинается с понимания нас самих и наших ценностей. Когда встречаешь уверенных в себе и довольных жизнью людей, кажется, будто они имеют неиссякаемый источник энергии. На самом деле особых секретов не существует. Просто каждый ищет свое почему и создает вдохновение сам для себя. Для этого и существует несколько подсказок, о которых расскажет вам основная часть самого теста. Ваша мотивация в ваших руках. Она напрямую зависит от того, как именно вы будете мотивировать себя. Не надейтесь, что кто-то вдохновит вас и сделает счастливым человеком на всю жизнь. Для каждого человека само счастье определяется разными критериями. Главное – научиться радоваться каждому дню и находить в каждом дне частичку счастья. Дайте каждому дню стать самым прекрасным в вашей жизни. Нельзя вечно ждать подходящего момента. Нужно самому создавать его. Перейдем к основной части теста. Задайте вопрос, что является моим источником вдохновения, моим смыслом и мотивацией. Далее выберите любые 2-3 морские ракушки из 9. Затем перейдите к тайм-коду под этим видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие варианты вы выбрали. Делитесь этим видео с друзьями. Желаю всем удачи! Ракушка номер 1. Ваше вдохновение может пробудиться от хорошего отдыха во время сна. Польза сна заключается в возможности эффективно восстанавливать свои силы, черпать необходимые резервы для дневного времяпрепровождения. Спокойный, качественный сон позволит вам восстановить клетки центральной нервной системы. Это является мощной профилактикой многих заболеваний, укрепляет иммунитет. Также важную роль для вас может играть, насколько комфортны условия во время вашего отдыха. Заведите привычку проветривать комнату перед сном. Своими руками сшейте удобную подушечку и наполните ее, к примеру, лавандой. Положите у изголовья тетрадку и ручку, чтобы сразу записывать сны. Вы увидите, что в вашей жизни станет значительно больше вдохновения. Ракушка номер 2. Источник вашего вдохновения – это пища. Правильное и полезное питание насыщает организм всеми полезными и питательными веществами, витаминами, уменьшает воспалительные процессы, а также улучшает общее состояние, нормализуя работу всех органов и систем. Нормализация питания способствует улучшению пищеварения и излечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. Старайтесь есть не через силу, а во благо своему организму. Когда вы голодны, выбирайте ту пищу, которую вам хочется именно сейчас. Экспериментируйте, пробуйте новые кулинарные рецепты. Помните о том, что еда – это не только энергия, но и источник наслаждения.
Помните и о режиме питания, что влияет на метаболизм организма и поддерживает работу всех внутренних органов. Ракушка номер 3. Источником вашего вдохновения станет дружба. Друзья помогут вам почувствовать себя нужными и важными. Это поднимет вам настроение, улучшит ваше душевное, психическое здоровье. Также друзья помогут вам раскрыть ваши таланты и способности, что значительно укрепит вашу самооценку и уверенность в себе. А много ли у вас друзей? Если у вас мало друзей, сейчас самое время расширить круг знакомств. Выходите из состояния затворничества, идите в мир, общайтесь, гуляйте, встречайтесь, шутите, играйте в игры и флиртуйте, устраивайте пикники в лесу. Главное, не прячьтесь в своем уютном коконе одиночества. Поверьте, приходит конец вашему одиночеству. Вас обязательно ожидают новые встречи, знакомства и свидания, путешествия и открытия. Вы обретете новых любимых и друзей. Ракушка номер 4. Вдохновение – это состояние, которое смотивирует вас на креатив и творчество в своей области. Для кого-то наступает время открытия в себе новых талантов. То, к чему лежит ваше сердце, вдохновит вас на созидание своего творческого потенциала. Вы сможете воплотить в жизнь многие свои задумки и проекты. Причем это может быть что угодно, начиная от вышивки, плетения бисером, резьбы по дереву и лепки из глины и заканчивая созданием бижутерии, мебели и даже дизайна интерьера. Кто-то сможет вывести свое хобби на профессиональный уровень и монетизировать. Если вам кажется, что вы не имеете никаких талантов, вы ошибаетесь. В вашей жизни обязательно наступит такое стечение обстоятельств, при котором вы обязательно откроете в себе таланты и даже свое в некотором роде предназначение. Ракушка номер 5. В суете повседневной жизни, среди обыденной рутины вы забыли о том, какое влияние может оказать на вас путешествие. Источником вашего вдохновения станет открытие мира. Вы решитесь отправиться в круиз или путешествие. Ваша жизнь обрела блеклые краски. Пора обновить ее новыми впечатлениями и открытиями. Настает время наслаждений чудесными моментами, что позволит им запечатлеть в вашей душе новые краски и стремление жить. Вы стали забывать о том, что в вас живет удивительный талант первооткрывателя мира. Пространство вокруг вас ждет того, кто его изучит, опишет, им восхитится. Начните исследовать свою жизнь и этот мир заново. Открывайте новые маршруты и уголки, расширьте географию обитаемого мира, рисуйте карты и находите новые сокровища. Открывайте мир и черпайте в этом вдохновение. Ракушка номер 6. Источником вашего вдохновения станут встречи. Скажите, как много у вас друзей, с которыми вы часто проводите время, а когда вы с ними общались в последний раз просто так? Когда вы куда-нибудь выбирались, чтобы вместе с ними посмеяться, погрустить или помолчать? Дружба – это не просто поверхностный контакт между людьми, это отношения, основанные на взаимном доверии, глубоком понимании друг друга, способности к совместной деятельности и готовности разделять радости и трудности. Дружба способствует развитию личности и обеспечивает эмоциональную поддержку в трудные моменты. Сейчас самое время наверстать упущенное. Если у вас мало друзей, пора расширить круг знакомств. Идите в свет, общайтесь, гуляйте, встречайтесь, устраивайте пикники в лесу. Главное, не прячьтесь в своем уютном коконе одиночества. Ракушка номер 7.
Источником вашего вдохновения станут яркие краски. Лето – это время ярких красок, вдохновения и новых начинаний. Идеальный момент, чтобы открыть для себя удивительный мир, потому что летние пейзажи, насыщенные цвета природы и длинные солнечные дни – все это источники вдохновения для вашего творческого созидания. Займитесь рисованием, художеством, мелками, карандашами, фломастерами, красками, пастелью или акварелью. Рисуйте все, что видится вам очень привлекательным. Нарисуйте водой на окне солнце, маслом на сковородке улыбку или смешную фигурку. Рисуйте, раскрашивайте, делайте мир цветным, открывайте в нем двери для всего необычного, и ваша жизнь наполнится радостью. Всегда носите с собой альбом и карандаши. Цените свой авторский стиль. Ракушка номер 8. Источником вашего вдохновения станет отдых. Тишина ума – это состояние, где мы пребываем в покое с самим собой. Это островок упорядоченности в нашем сумасшедшем мире. Найти гармонию между душой и телом – это индивидуальный процесс, требующий внимания, самосознания, постоянного совершенствования и сосредоточенности. Это не одноразовая задача, а непрерывный процесс саморазвития. Кажется, что прийти к этому состоянию невероятно сложно, но это не так. Отключайте бег мыслей, отдыхайте хотя бы 15 минут в день, и вы сами себя не узнаете. Неважно, как вы будете это делать, с помощью специальных программ или самостоятельно, ранним утром или глубокой ночью. Главное, не останавливайтесь. Наблюдайте за своим внутренним состоянием. Тишина, безмятежность и спокойствие помогут вам набраться мудрости. Ракушка номер 9. Когда вы в последний раз писали ручкой по бумаге, не так, чтобы быстро что-то черкануть в ежедневнике, а наслаждаясь тем, как на белой бумаге появляются буквы, складывающиеся в слова и фразы. События ближайшего будущего впечатлят вас настолько, что вы начнете фиксировать их в блокноте или ежедневнике. Заведите дневник, возьмите в привычку каждый вечер описывать интересные сюжеты в вашем дневнике. Фиксируйте только позитивные моменты. Таким же образом можно делать подобные описания своих заветных желаний. Запомните, все, что записано от руки на бумажный носитель, обречено на исполнение. Такие записи в корне изменят вашу жизнь в положительную сторону. Фиксация происшедших событий, либо ваших желаний на бумаге – это фундамент и гарант того, что все в вашей жизни упорядочится, сбудется и станет на места. Благодарю всех вас за участие в тесте. Подписывайтесь, напишите в комментариях ваш выбор. Делитесь этим видео с друзьями. Отличного всем настроения! До скорой встречи! Ваша Марго.